Доброго времени суток! Лайнер Norwegian Star прибыл в порт Стэнли Фолклендских островов. И это наш первый порт высадки за весь наш 14-дневный круиз после Антарктики. Отсюда можно увидеть, что высадка у нас будет на небольших лодочках. Мы получили уже свои тикеты на бординг, и скоро будет посадка. Мы были в 7-й группе на посадку, и в назначенное время мы уже были в очереди. Но весь процесс не занял больше 15 минут. Абсолютно все пассажиры корабля были разделены по группам, которые были присвоены билетом и объявлялись на лайнере громкоговорителем. Дальше мы все встречались на 7-м деке, откуда нас проводили на 4-й уже на посадку на лодке. Ничего не видно, но фьюга всегда с открытым. От нашего лайнера до Фолклендских островов заняло буквально 10 минут. Нас очень быстро доставили. И здесь же у нас заблаговременно купленная экскурсия. На Фолклендских островах есть два варианта для туристов. Это поездки к пингвинам. К пингвинам, которые занимают целый день, их нужно бронировать заблаговременно, и у них стоимость колеблется от $350, либо вы можете брать хапов туры и кататься по городу, в том числе и пингвинам. Такая погода приятная, легкий прохладный ветерок, и от воды идет такой свежий запах водорослей. Первая достопримечательность, которая есть на острове, это одна единственная католическая церковь, и которая также является самым высоким зданием на всем острове. А данное здание было первым государственным учреждением на всем острове. Еще большая особенность Фолклендских островов, так как в основном на острове бездорожье, почти все жители имеют роверы. Перед самой церковью можно увидеть следующую достопримечательность, собирающую всех туристов. Это арка, сделанная из верхних челюстей двух голубых китов, которая действительно является впечатляющей и огромных размеров. На этом в городе остался только музей, который мы оставили на потом, и мы отправились получить браслетики, чтобы сесть на наш хоп-он-хопов и отправиться исследовать желанные пингвины. Сами автобусы по городу ходят с разрывом в 25 минут. Буквально за 20 минут с комфортом доехали до 3-й остановки из 8, которые предлагает ваш тур, и нас ждет 20-минутная прогулка к пляжу с пингвинами. Мы очень надеемся увидеть пингвинов, и основные пингвины, которые здесь обитают, это пингвины. Здесь складывается впечатление, что ты находишься где-то на другой планете. Посмотрите, какие пещерные дюны. В подходе в пляж можно увидеть табличку и ознакомиться с животными, которых можно там увидеть. Мы очень рассчитываем на кинг-пингвина, магеллан-пингвина и юинту. Также для соблюдения санитарных норм и защиты дикой природы стоят санитарные ящики для дезинфекции обуви. Mucho más frío, como Punta Arenas, tipo de frío. Sí. ¿Y tú de qué parte eres? Valparaíso. Я прям в дырочку себе пропшикнула. Вся дорога песчаная, ты просто проваливаешься в песке. Все, финиш. Посмотри. Здесь тысячи пингвинов. Это невероятно. Мы увидели их только с той обзорной площадки. А спускаясь ближе к воде, открывается вот такой вид. Реально, как другая планета. Как их много. И прямо здесь нам повезло. Один королевский пингвин.
Весь этот пляж мы прошли пешком от поинта с пингвинами. И здесь мы дошли до следующей обзорной площадки, которая предлагает быстрый 15-минутный трек на холм и обратно. Какой видок. Не только город, со всех сторон. Корабли И пингвинчики. Чайные ягоды. Тут же по дороге растет очень много красных ягодок, из которых делают традиционное варенье на Фолклендских островах. Рассмотрели так. Вы уверены, что их можно есть, да? Пробовали. Одурели! Даже я не ожидала. Сильно наебали. С самой вершины холма открывается безумно красивый вид, и нам очень повезло, мы увидели огромное количество дельфинов. That was a good one. Вау! Боже мой, как... Ну и, конечно же, про пингвинов. Мы рассчитывали, что увидим их на пляже под холмом, но нет же. Оказалось, они всего лишь прячутся в траве. О боже. Вижу, нас снова забирает Хапон-Хапок бас, и мы едем дальше в город. И по пути у нас была прекрасная возможность посмотреть на полузатонувший корабль Элизабет и фотодостопримечательность с указателями на разные страны мира, пока мы не доехали до последней точки музея. Они деньги показывают. Покажи, в конце фильме вот это их деньги. Are these real silver? Также тут есть небольшое уютное кафе, где аромат отличного кофе. Вау. Якоря во дворе и вход в сам музей. Сам музей охватывает несколько направлений по тематикам. Во-первых, это история заселения островов, включая британскую колонизацию и быт ранних поселенцев. Также военно-морская история, особенно ключевые моменты Первой и Второй мировых войн. Фолклендская война 1982 года между Англией и Аргентиной. И это был один из центральных разделов. Также это про местную культуру, природу, включая быт, ремесла, флору и фауну. Также частично это про элементы китоводства, радиосвязи, мореплавания и полярных исследований. These animals, the fox, the sea lion, the penguin, the shark, and the vulture. Look at how big that vulture wing is compared to my hand. А это что? Akula, shark. Look at this. The penguin has a tail on it still too. Смотри, а тут это чем он ползает? The flaps. И рот, смотри. И, вот эти усики. Ты потрогал? Которые это... Нет, это не просто... This is what the first explorers of Antarctica during the heroic age used. Covered in this cool shiny material that's black, meant for the snow. And we got the slaves that they used to travel with the dogs. Frosted Island. And this is the original whale harpoon that they used out here in the Falkland Islands. Look at that trigger. They would put an explosive charge at the end of the tip and it would blow up.
you see all these famous, infamous ships that they would use to sail: the Beagle, Protector. На этом посещение Фолклендских островов у нас заканчивается. У нас остается полчаса, чтобы добраться просто до лодки, и нас отводят снова на лайнер. И следующая наша остановка уже будет в Пуэрто-Мадрине в Аргентине. И, кстати, очень удивительно, что в таком отдаленном уголочке планеты кусочки Англии делают такой невероятно вкусный кофе.